Знаете, я сегодня слышу, что зачем использовать там тот же самый там чат GPT платную версию, когда есть огромное количество бесплатных альтернатив. Я согласен, поиграться, попробовать с какими-то бесплатными альтернативами можно, но сколько я работаю сейчас с искусственным интеллектом, я еще лучше ничего, чем чат GPT, к сожалению, не видел. В этом видео я бы хотел сравнить бесплатную версию Copilot от Microsoft, которая совсем недавно появилась, посмотреть, какие в ней функции есть, и сравнить ее частично с ChatGPT. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами разберемся, так ли хорош Copilot, насколько он может, насколько реально им заменить тот же ChatGPT, потому что в тот же Copilot говорят, что встроен именно четвертая версия ChatGPT, и по идее, по сути, мы можем, соответственно, использовать там ChatGPT бесплатно, просто в оболочке Copilot. И я в конце сделаю небольшие сравнения между Copilot и ChatGPT. Я знаю заранее, кто в этой гонке выиграет, но я покажу, какие возможности есть, соответственно, у обоих систем и стоит либо не стоит пользоваться там тем же Copilot. Единственное, у меня большая возникла проблема при регистрации, при работе с Copilot в том, что у Microsoft, Copilot принадлежит Microsoft, у Microsoft достаточно сложно было мне, по крайней мере, пройти, соответственно, капчу. То есть они давали какие-то там непонятные картинки, и я капчу прошел, подтверждение e-mail и ввести капчу я смог только там с 10 или с 12 попытки, но мне нужно было снять видео, соответственно, я это сделал. Поэтому будьте сразу же готовы, когда регистрируетесь в Microsoft, у них отвратительные подтверждения e-mail. Окей, значит, давайте посмотрим на Copilot. Значит, что он здесь, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, давайте я обновлю, создам новый чат, чтобы мои предыдущие чаты, они, соответственно, вы их не видели, удалю даже лишнее. Значит, смотрите, Copilot заявляет о том, что под его системы, его система работает вместе с ChatGPT 4 версии, да, давайте этот вопрос ему в первую очередь и зададим. Да, для начала я ему задал вопрос, скажи, ты подключен к ChatGPT 4 версии? Он мне тут же сказал, что я не подключен к 4 версии ChatGPT, я использую, соответственно, немножко другую технологию, которая позволяет мне общаться с вами на разных языках и помогать вам с различными задачами. И дальше он немножко рассказывает про ChatGPT и сказал, что, соответственно, он рад, что мы интересуемся искусственным интеллектом. Значит, второе. Значит, у нас здесь появляется какие-то 1 из 30, то есть, скорее всего, у нас количество запросов, которые мы можем ему задать в течение какого-то периода времени, оно ограничено. Соответственно, 2 из 30, скорее всего, это 30 запросов, которые мы можем отвечать. Я его также спросил, ты лучше или хуже четвертой версии ChatGPT, и он сказал, что он не может точно сказать, что лучше он или хуже. Рассказывает про ChatGPT, что он может генерировать текст, изображения, и они не специализируются на каком-то задаче или домене. Я же искусственный интеллект, который может общаться с вами на разных языках и помогать вам с различными задачами, такие как написание, поиск информации, создание контента и другое. Кстати, да, скорее всего, если копилот от Microsoft в чем-то будет и сильней, то в стандартных версиях, то это, скорее всего, в поиске, потому что у них есть возможность подключить поисковый модуль прямо не выходя, соответственно, с браузера. Также у Копилота есть преимущество в том, что мы можем установить Bing на телефон и пользоваться им без всяких VPN. То есть Bing для поиска он работает без VPN, и мы, соответственно, очень быстро его можем запустить и очень быстро им можем пользоваться, что тоже дает ему определенные преимущества. Значит, я, например, могу создать стихотворение на любую тему, которую вы выберете. Хотите попробовать? Так, попробовать стихотворение мы пока не будем. У нас все-таки канал про маркетинг, бизнес и предпринимательство, поэтому мы будем ему давать задачи именно по маркетингу, по предпринимательству. Но для начала давайте еще посмотрим, что у него есть. У него есть генератор изображений. Очень крутая вещь. Мы также ее с вами сейчас протестируем. У него есть панели, с помощью которого он может нам создавать
маршруты, помочь забронировать какие-то путешествия. Да, это тоже тема очень интересная. В стандартной версии Cook Assistance это ассистент по питанию. Мы можем получить советы и рекомендации по приготовлению пищи. Мы тоже сейчас попробуем. И фитнес-тренер. Ну, такие, знаете, самые популярные, наверное, запросы. Генерация изображений, какое-то путешествие, еда и фитнес. Это одни из самых, наверное, популярных запросов. И они, Microsoft, соответственно, внедрили их в самый первый слайд. Хорошо, значит, по модулям мы можем подключить до 3 плагинов. Да, подключаем модули, они называются как плагины. Мы можем подключить до 3 плагинов. Первый плагин это плагин поиска, что тоже очень удобно. Рецепты, поиск авиарейсов, поиска сравнения цен в тысячах интернет-магазинов, доступных только в США. Кстати, вот, скорее всего, это крутая... доступен только в США. То есть, если вы занимаетесь покупками в США каких-то, то вы можете сравнить, соответственно, здесь цены на какие-то товары, на какие-то услуги. Мне кажется, эта тема, по крайней мере в США, она будет популярна. OpenTable предоставляет рекомендации по отношению ресторанов с прямой ссылкой для резервации. Ну, тоже удобно. Шоппинг, поиск магазинов в товарах лучших брендов мира. И создание композиции делает, включая личные сведения, будет отправлено в Suno. Честно, я не знаю, что это такое, но выглядит как бы интересно. Хорошо, значит, давайте первым делом мы зададим вопрос, зададим задачу копилоту, и в соседней вкладке у меня открыт чат GPT, стандартная версия, без каких-либо штук. Мы просто посмотрим, как они ответят, что чат GPT, что копилот, и насколько точно их будут ответы. Смотрите, да, еще вот такую штуку заметил, что мы можем выбрать стиль беседы, то есть какой-то точный стиль беседы, творческий и сбалансированный. Но я думаю, что давайте, раз у нас чат GPT тоже без плагинов, без различных вариантов комбинаций, то есть без каких-то дополнительных настроек, вот я вам показываю, что все чисто, мы, соответственно, зададим и там вопросы, и здесь тоже будем использовать среднюю версию. Для того, чтобы задать вопрос, я обращусь к своему телеграм-каналу. В моем телеграм-канале больше 3000 различных промптов, больше 3000 различных, больше 300 различных сценариев для работы, соответственно, с искусственным интеллектом, плюс ссылки, эфиры прямые, где мы обсуждаем, соответственно, встречи у нас ежемесячные, таблицы, информация, объявления, список сервисов популярных по работе с искусственным интеллектом. Соответственно, я промпты возьму из данного чата. Значит, давайте создадим контент-план, посмотрим, как он работает не только... Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге, в личной жизни. Значит, давайте я нашел такой промпт, значит, помоги составить контент-план на месяц для моего блога о маркетинге в социальных сетях, то есть мы сюда подставляем какую-то свою тему. Нужны идеи для 12 постов, интересные темы, форматы, рубрики, сделай все в формате таблицы. Сделай все в формате таблицы. Вот такой промпт мы ему скопируем и, соответственно, вставим сейчас в Copilot и посмотрим, как он с этой задачей справляется. И этот же промпт мы вставим, соответственно, в чат GPT и посмотрим, как он справится с задачей. Значит, для начала, да, давайте посмотрим, кто из них быстрее с этой задачей справится. Чат GPT уже начал отвечать, Copilot начал немножко думать, да, он начал чуть медленно работать. Чат GPT уже вон строит нам таблицу. Чат GPT, напоминаю, что это 4-я версия, но без подключения каких-либо плагинов. Здесь Copilot тоже нам начал писать. И что мы видим? Мы видим, что чат GPT уже все закончил, создал нам темы, идеи для наших постов, соответственно, распределил все по дням. Мы ему сказали, что должно быть 12 постов на примерно, наверное, на месяц, да. И он нам распределил, единственное, ошибся с 34-м днем. Я не думаю, что в месяце есть 34-й день, поэтому здесь он как бы допустил ошибку.
Значит, мы сейчас глубоко погружаться не будем. Он показал, что кейс увеличения, анализ успешного кейса по увеличению охвата, дал рекомендацию, краткое описание, формат. Это должно быть чек-лист, обзор, видеопост, интервью, инфографика. Мы не указали, для какой именно социальной сети, поэтому он сделал такой, ну, достаточно разнообразные варианты. Значит, что по поводу Copilot? Copilot все еще он пишет. И, значит, что он делает? Он сначала мне рассказал, что он, соответственно, Copilot, который поможет мне с созданием контент-плана. Я уже думал, что он не будет составлять контент-план и начал готовить, соответственно, новый промпт с указанием «составь». То есть, если мы здесь его просили помочь, то я уже думал, что необходимо ему точное давать задание, чтобы он, соответственно, это сделал. Вот, он нам скинул несколько статей, которые нам помогут с созданием контент-плана. А дальше он, соответственно, он сказал, что хочет предложить нам формат контент-плана, который он с помощью себя сгенерировал. Он расставил даты, то есть в какие числа размещать, соответственно, тот или иной пост и, соответственно, выбрал тему, как выбрать социальную сеть для продвижения своего бизнеса. 5 примеров успешных кейсов TikTok. Интервью с известным маркетологом. Это должен быть подкаст, статья, инфографика и, соответственно, рубрика «Советы от Copilot», кейсы, советы от Copilot, кейсы обучения, советы от Copilot, кейсы интервью. Но слушайте, и все это еще можно, это же Microsoft, да, мы забыли, что можно все это скопировать в формате Excel и, соответственно, скорректировать уже именно в формате Excel. То есть, если здесь он будет нам готовить какие-то более большие таблицы, то это достаточно удобно. То есть в Microsoft, ребята с Microsoft постарались и даже в свои ответы внедрили свои продукты, что очень круто. Но я бы не сказал, да, что кто-то здесь справился лучше. Я вижу, мне что здесь понравилось в Copilot, что здесь он дал ссылки на какие-то материалы, причем ссылки на русскоязычные материалы, хотя у меня в адрес вроде бы стоит профиля не Россия, то есть я регистрировался с помощью VPN. Вот, но с задачей он справился хорошо. Можно и дал, соответственно, какие-то ссылки вот на эти же материалы. Я считаю, что Copilot здесь выступил не хуже, чем ChatGPT 4 версия, поэтому смело для создания контент-плана Copilot в принципе можно использовать. Значит, второй тест, который я бы хотел сделать, это тест на дизайнера. То есть я предлагаю взять какой-то готовый промпт, соответственно, либо с нашего чата. У нас в чате тоже есть больше нескольких тысяч промптов изображений. То есть мы можем взять любой промпт, который нам визуально понравится, и, соответственно, с ним поработать в Copilot. Ну, давайте вот какой-то более-менее сложный промпт. Вот этот промпт возьмем. И, соответственно, вот он. И посмотрим, как с ним справиться, что Copilot, что этот промпт для Midjourney, что Copilot, что, соответственно, ChatGPT в режиме DALL-E. Промпт у нас будет «Сгенерируй изображение по запросу». И здесь то же самое. «Сгенерируй изображение по запросу». Давайте посмотрим, как каждый из них, соответственно, справится с этой задачей. Дали нам тут же выдал, соответственно, изображение. Оно чем-то похоже, но, конечно же, Midjourney с этой задачей справился намного круче. Он, соответственно, дал нам следующую иллюстрацию. Сделал это достаточно быстро. Copilot же опять начинает нам что-то рассказывать, что это Microsoft дизайнер, я готов помочь вам создать захватывающее изображение. И начал, соответственно, генерировать то изображение, которое мы его попросили. Я создал изображение по вашему запросу. Женщина-путешественница с рюкзаком, растрепанными каштановыми волосами, расположенная на боку, иллюстрация, идущая в профиль в стиле Тернера. И, соответственно, вот какие изображения он нам подготовил. Это изображение от Дали, это изображение от Copilot. Но слушайте, я не профессиональный как бы дизайнер, поэтому мне сложно сказать, какое из этих изображений круче. Мне оба изображения, соответственно, зрительно привлекают внимание, и какое-то из них я бы обязательно использовал непосредственно для
создание каких-то креативов, потому что большую часть изображений, которые я генерирую с помощью нейросетей, я в основном использую именно для того, чтобы эти изображения мы смогли применять в какой-либо рекламе для каких-либо публикаций, либо постов. Хотя, смотрите, создатель изображений в дизайнер на платформе DALL-E. То есть Copilot все-таки залезает к DALL-E, к ChatGPT, и свои изображения он, получается, генерирует именно с помощью DALL-E. Вот здесь он об этом открыто рассказывает. То есть, по сути, изображение генерирует именно DALL-E, что тоже очень круто. То есть мы можем зайти и бесплатно сгенерировать себе определенное количество изображений. По количеству я здесь не нашел пока какой-то информации, но мы можем это использовать. Значит, и третье, давайте задание мы попросим и ChatGPT, и, соответственно, Copilot составить нам какую-нибудь программу по питанию. Для этого мы не будем использовать стандартный Copilot, у них есть здесь Cooking Assistant, но Cooking Assistant, скорее всего, говорит нам о рецептах каких-то. Давайте фитнес-тренера попросим, сделай план питания на 1600 калорий на неделю в виде таблицы. То есть каких-то дополнительных элементы мы не будем использовать, а в чат GPT мы также создаем чат и запрашиваем его тоже составить нам план питания. Смотрите, да, Copilot нам сразу сказал, что он фитнес-тренер, он не занимается питанием. Окей, значит, давайте перейдем в Cooking Assistance и здесь попросим его создать нам план питания. Чат GPT же начал говорить, что он составит план питания, который будет включать 3 основных приема пищи и 2 перекуса. Будет учтено сбалансированное сочетание белков, углеродов и жиров. Углеводов и жиров углеродов. И, соответственно, завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. И в виде таблицы он сейчас все это сгенерирует. Copilot, мы ему скинули в Cooking Assistance наш запрос. И сейчас он нам тоже должен... Видите, Copilot пытается сначала рассказать о себе. То есть я дружелюбный, я отзывчивый, я такой классный, давайте переходи. Так, но, к сожалению, он тоже не может выполнить наш запрос, так как не относится к его области знаний и специализации. Но это очень странно, да, что ни в еде, ни в фитнесе мы не смогли найти в свой запрос. Но давайте в стандартном Copilot мы попробуем попросить его сделать нам, наконец, наш ответ на наш вопрос. И, соответственно, чат GPT в это время уже генерирует нам по дням недели, как все должно быть, без каких-либо уточнений. То есть, но это уже дополнительно нужно его спрашивать, чтобы он нам, соответственно, сделал по граммовке. Вот. И мы его попросили именно по граммам, чтобы для соблюдения необходимых калорий, да, для того, чтобы не просто вот горсть орехов, да, может быть одна горсть у одного человека и совершенно другая горсть у другого человека. Copilot же все нам пытается создать план питания. Вот одна из возможных вариантов меню, основанных на рекомендации сайта Калоризатор. То есть он нашел какую-то информацию на каком-то сайте, мы можем перейти, наверное, по этой ссылке. И здесь, соответственно, он нашел какое-то меню, и сейчас нам на основе того рецепта, который он нашел, он, соответственно, будет сейчас здесь использовать. То есть Copilot больше ориентирован на поиск какой-то информации в интернете. Мне кажется, он чем-то похож на Perplexity, и это явный конкурент будет Perplexity и Google, а не ChatGPT по большей степени. То есть, скорее всего, надо было сравнивать Perplexity и, соответственно, Copilot от Microsoft. Окей, значит, здесь ChatGPT нам уже написал все по граммовке, сколько чего необходимо для достижения той или иной порции. Плюс он по каждой порции, если будет соблюдена граммовка, он написал, сколько это будет килокалорий, что тоже очень удобно. Вот. Copilot же просто, да, нам написал, и если мы его попросим сделать по граммовке, сделает ли он это. И подобрал еще какие-то изображения, которые отображают на 1600 килокалорий.
То есть в него все-таки в нем есть функция чата, и теперь на основе того, что он нам изначально предложил, он, по идее, должен сделать граммовку, то есть сколько граммов чего использовать. Ну, круто, да, круто. Если смотреть на такой вот глобальный делать обзор, пока он все это создает, то Copilot, в принципе, да, хорошо справляется. Он намного лучше справляется со своей задачей, чем тот же Яндекс. Он справляется с задачами хорошо. Где-то можно его, конечно, использовать для каких-то задач, для какой-то работы, потестить, познакомиться только познакомиться с искусственным интеллектом, этого в принципе будет достаточно. То есть если у вас нет каких-то больших маркетинговых либо любых других задач, Copilot в принципе с этими задачами, с вашими такими банальными, простыми, он будет справляться. Если же говорить про чат GPT и говорить, стоит либо не стоит использовать там платную версию чат GPT, то в отличие от чат GPT у Copilot нету огромного количества функций. Например, я использую функции именно в чат GPT, это функции точечной настройки. То есть у меня больше 300 персонажей, которыми может быть, соответственно, чат GPT. Это копирайтер, блогер, фитнес-тренер, нутрициолог. И задавая сюда определенную настройку точечную, он мне будет выдавать очень крутые результаты, очень крутые ответы. Также у чат GPT сейчас, конечно же, есть это магазин GPT, где мы можем использовать различных GPT-агентов для того, чтобы решать какие-то определенные свои задачи. И это тоже усиливает, делает нашего чат GPT, наш GPT именно таким, ну, более умным. Плюс чат GPT, как мы заметили, да, он работает намного быстрее, чем тот же Copilot. Copilot все еще нам что-то отвечает, хотя мы уже чат GPT могли позадавать уже несколько уточняющих вопросов, и он должен бы нам ответить. Если подводить вывод по этому видео, я рекомендую вам использовать искусственный интеллект, любой искусственный интеллект, который вы можете использовать, пользуйтесь им. Copilot, чат GPT. Конечно, у чат GPT намного больше функций, чем у того же начинающего Copilot. Вот. Но в любом случае искусственный интеллект позволяет нам сократить время на решение каких-то задач, особенно каких-то рутинных задач. Мы можем делегировать эти задачи искусственному интеллекту и тратить время на быть более продуктивным и тратить время, соответственно, больше на себя. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Напишите, пожалуйста, комментарий. Комментарии реально помогают продвижению видео. С вами был Гризуевич. Пока.